Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о самой деликатесной рыбе – голубом тунце. Голубой тунец водится в основном в северной части Тихого океана, и его мясо очень жирное и невероятно вкусное. Признанными мастерами по его разделке считаются японцы. Японцы говорят, что тунец – это рыба, при разделке которой не бывает отходов. Вот этот голубой тунец весит 165 килограмм. За цвет и текстуру в Японии его называют королем суши. В 2013 году 222-килограммового тунца продали за колоссальную сумму – $1,8 миллиона. И такие случаи не единичны. Самые высококачественные голубые тунцы продаются на аукционе за миллионы долларов на рынке, что расположен на искусственном острове Тойосу в Токио. Четверть оборота всех морепродуктов Японии осуществляется именно здесь. За год здесь продается 360-400 тысяч тонн морепродуктов, что является абсолютным мировым рекордом. Его площадь составляет 370 тысяч квадратных метров. По сути, этот рынок представляет собой универсальный рыбный магазин, где можно встретить морепродукты со всего мира. Здесь тунец нарезается, упаковывается и продается как элитной клиентуре, так и продуктовым магазинам. Стоимость тунца высшего качества с каждым годом продолжает удивлять. Так, в 2019 году сеть японских ресторанов заплатила более $3 миллионов за тунца весом 278 килограмм. В то же время вы можете купить баночку тунца в продуктовом магазине всего за $2. Так почему такая разница в ценах? Прежде всего, консервированный тунец обычно производится из альбакора или длинноперого тунца. Это рыба небольшого размера. Она быстро растет, ее много и можно легко ловить. И ее цена, конечно, гораздо меньше. Есть еще большеглазый тунец. Это вид тунца, который имеет веретенообразное, удлиненное тело. Он идеально подходит для приготовления суши и сашими. А желтоперый тунец, рыба, популярная среди спортивных рыболовов, идеально подходит для приготовления на гриле в ресторане из-за высокого содержания жира. Он также широко используется в кулинарии для различных блюд, таких как салаты и запеченные стейки. Но есть только один вид тунца в мире, который стоит дороже всех – это голубой тунец. И чтобы его попробовать, придется заплатить немалую сумму. Например, в японских ресторанах Нью-Йорка отруб или кусок атора, нежного жирного филейного мяса с брюшка тунца, используемого в приготовлении суши высокого класса, стоит около $80. Атора представляет собой большой отрез из нижней части туши тунца блюфин или синеперого тунца. Тунец блюфин считается самым насыщенным по вкусу и содержит много полезных веществ. Его мясо имеет разные тона красного цвета, от бледно-розового до темно-красного, что связано с наличием в нем миоглобина, кислородосвязывающего белка. В ресторанах подают сырое мясо голубого тунца, которое по-японски называется куро-магуро. Когда мясо голубого тунца выдержано надлежащим образом, оно приобретает особый баланс вкусов. Но вернемся на рынок Тойосу. Самое напряженное время здесь в 3 часа ночи, когда набитые мороженым тунцом рефрижераторы прибывают на рынок. Таких машин с рыбной продукцией ежедневно насчитывается около 20 тысяч. Они разгружаются каждый час. Когда жители города спят, здесь кипит работа. К половине 4 ночи вся продукция в основном доставлена. Судя по заморозке, этих тунцов выловили далеко от японских берегов. На специальных мини-погрузчиках их отвозят в зал для специальных аукционов. Здесь могут находиться только лицензированные продавцы и покупатели. Простому человеку с улицы сюда вход категорически запрещен. По принципу работы это напоминает товарно-сырьевую биржу. Но прежде чем товар попадет на прилавки, он проходит 3 основных этапа. Первый – это аукционы, где фактически определяется цена отдельных категорий морепродуктов на предстоящий день. Затем оптовики сбывают купленных тунцов посредникам, а те продают их розничным торговцам, то есть в магазины и в рестораны, где в итоге он доходит до конечного потребителя. Посредников легко распознать по красным и оранжевым кепкам. Это опытные охотники за тунцом. Их работа – отобрать лучших тунцов со всего мира для своих клиентов. Но им есть о чем беспокоиться, так как популяция голубого тунца в мире снизилась на 97% за последнее десятилетие.
А это значит, что потребность в услугах посредников может снизиться. С 4 до 7 часов на токийском рынке проводятся десятки, если не сотни торгов. Но самые главные – это, конечно, аукционы тунцов, как по зрелищности, так и по величине денежных оборотов. Каждый день десятки судов доставляют тунца на берег. Перед началом торгов работники рынка раскладывают туши на деревянных досках. У участников торгов есть около 15 минут, чтобы они могли оценить десятки свежих тунцов перед началом аукциона. От работы посредников на рынке во многом зависит качество тунца, которого получат суши-бары, рестораны, супермаркеты и универмаги. Тунцов принято показывать хвостом, а точнее обрубком хвоста. По ним определяют качество тунцового мяса. Оно должно быть насыщенного ярко-красного цвета. Чем оно темнее, тем дешевле товар. Многие покупатели еще и придирчиво светят фонариками на место среза. Следует знать, что разные части голубого тунца могут сильно различаться по цене. Если представить тунца в виде торпеды, то его разделяют на четвертинки вдоль тела, при этом отрезают голову и жабры. Мясо делят по типам. Оно похоже на говяжьи куски. Филе оказывается самой дорогой частью, потому что оно самое желанное. Для очистки от чешуи требуется много труда. А это атора – самая жирная часть тунца. Любые порезы или раны на туше могут снизить цену на $1000. Цена может снизиться на 70 или 80%. Когда тунца готовят к разделке, он обычно извивается и корчится, что вызывает химическую реакцию в мышцах. Любое движение ускоряет разложение и делает тунец кислым, сырым и менее вкусным. Звоном колокольчика ведущий извещает о начале аукциона. Сначала торгуется незамороженная рыба. Задача аукциониста – внимательно следить за жестами покупателей. Это несложно, так как в их основе простая арифметика. Жесты рукой покупателей называются теяри. Они используются покупателями для обозначения своих ставок и количества продуктов, которые они планируют приобрести. По ним аукционисты могут быстро определить среди множества покупателей того, кто предложил самую высокую цену, и сообщить победителю о товаре. Указательный палец – это 1, а 2 пальца – это 2. Но понять, будет ли это 1100 йен за фунт или 12 тысяч йен, зависит от типа рыбы, выставленной на данном аукционе. Цену поднимают из расчета 1000 йен за килограмм. По текущему курсу это 630 рублей. 1 палец – 1000 йен, 2 пальца – 2000 йен и так далее. После 9 цикл начинается по новой. Учитывая, что вес тунца где-то 100-150 килограммов, свежие туши в среднем уходят с молотка по цене от 1 до 1,5 миллионов йен, то есть от 630 тысяч до 1 миллиона рублей. Но ближе к Новому году цены, как правило, идут вверх. Именно от того, как будет проведен аукцион, будет зависеть текущая стоимость той или иной рыбы на рынке. Таким образом, аукционисты напрямую участвуют в формировании цен, и это главное в их работе. Поражает, с какой молниеносной скоростью проходят торги. Уже через 10 минут вся продукция будет распродана, и аукцион закроется. Победители сразу заберут свои призы. Жизнь показывает, что опытный аукционист заранее с точностью до 80-90% может предсказать, по какой цене будет продана партия рыбы. Потому что помимо ведения торгов, он постоянно должен собирать и анализировать информацию по каждому отдельному товару. После окончания аукциона около 6 часов утра тунец помещается в промежуточный оптовый корпус для разделки его на филе. По этому коридору, который соединяет два основных зала рыбного рынка, аукционного и розничной торговли, тунец поступает на прилавки, где его будут продавать в розницу. В
В коридоре снуют с невероятным проворством тележки на электрической тяге. Это снабженный рулем цилиндр над передним колесом, который вращается на 360 градусов. С учетом расстояний на территории рынка, это настоящее спасение, иначе справиться с такими гигантскими объемами было бы просто невозможно. Они могут появляться в совершенно неожиданных местах, поэтому несчастные случаи с травмами и вызовом скорой помощи на рынке случаются регулярно. Но ответственность, как правило, лежит не на том, кто наехал, а на том, кто попал под колесо. В корпусе разделки туш поддерживается температура от 11 до 25 градусов Цельсия, что замедляет их разложение. Процесс разделки тунца на японском рынке называется магура кайтай. Это процесс разделки огромной туши тунца на различные части, такие как стейки и саку, части для суши и сашими. Эта разделка тунца является важной японской традицией. Людей, которые разделывают тунца в Японии, называют итамэй. Эти люди работают в команде как единое целое. В разделке тунцовой туши участвуют минимум 2, а чаще 3 человека. Для этого требуется немалая физическая сила и набор специальных, хорошо наточенных ножей, которые скорее попадают под категорию холодного оружия эпохи самурайских войн. У самого большого ножа под названием магура кири длина лезвия составляет 1,5 метра. По виду этот нож напоминает солидный меч. Сначала тяжелого тунца осторожно, чтобы не повредить, перемещают на разделочный стол. Из такой 160-килограммовой туши тунца можно приготовить около 1000 суши. Эти части тунца будут проданы в магазины и рестораны. Чтобы подготовить тунца к разделке, сначала его моют, а затем удаляют лед. Затем наступает самый ответственный момент – разделка тунца. Необходимость такого длинного лезвия объясняется тем, что только так можно сделать гладкий разрез вдоль всей туши, при этом не потеряв ни грамма драгоценного мяса. Цена на такие ножи начинается от $2000. Самые жирные, они же самые дорогие куски у тунца в брюшной части. По правилам, которые не меняются со времен японского сёгуна Токугавы, обезглавленная тунцовая туша сначала должна быть разделена на 5 равных продольных частей, а уже после этого их нарезают на более мелкие брикеты, которые и попадают в руки суши-мастеров. Когда речь заходит о сыром голубом тунце, большинство состоятельных клиентов на токийском рынке заботятся о 2 вещах – о цвете и о вкусе. Нарезанное филе тунца поступает на прилавок магазина. Клиенты приходят рано, чтобы выбрать лучшие куски. Некоторым нравится средняя часть тунца. Она известна как торо или хараками и является одной из самых ценных и вкусных частей туши тунца. Она расположена в районе грудной части, сразу за головой. Эта часть содержит большое количество жировых клеток, что делает ее нежной и насыщенной полезными жирами. Если говорить о вкусе тунца в целом, то по волокнам мясо напоминает говядину. Оно суховатое, и эта сухость схожа с куриной грудкой. По вкусу оно чуть-чуть кислит, как будто его полили лимонным соком. Вкус напоминает свинину, говядину и красную рыбу, киту или горбушу. Но больше присутствует мясной вкус. Кушая тунца, можно даже не догадаться, что это рыба. Тунец подходит для диетического питания, он не обладает ярким вкусом. И хотя среднюю часть раскупают быстрее всего, по итогу ни одна часть тунца не пропадает зря. В ход идут даже глаза. На протяжении десятилетий покупатели полагаются на высококачественную рыбную продукцию токийского рынка. Потребление тунца в Японии постоянно растет. Тунец продолжает оставаться наиболее популярным продуктом в японской кухне и занимает более высокое место по сравнению с лососем. Эта любовь к голубому тунцу спровоцировала кризис. Чрезмерный вылов рыбы за последние несколько десятилетий резко сократил ее популяцию. В конце концов, в 2002 году компания Kindai совершила прорыв, создав первое в мире поколение полностью выращенных тихоокеанских голубых тунцов с использованием оплодотворенных яиц, искусственно вылупившихся родителей, выращенных на ферме.
В 2017 финансовом году компания Maruha Nichiro продала около 60 тысяч голубых тунцов. Из них 5000 особей, или около 8% от общего числа, были выращены в условиях аквакультуры замкнутого цикла. Аквакультура замкнутого цикла может показаться многообещающей, но выращивание голубого тунца на аквакультурных фермах крайне сложно. Тем не менее, ученые считают, что технология Киндаи может изменить ситуацию в сокращении запасов голубого тунца. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!